Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – события ближайших 3 месяцев для вас. Неважно, когда вы смотрите данный видеоролик, он актуален в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь смотрит человек, у которого очень ярко выражена внешность и запоминающаяся внешность, яркая внешность. Вы любите, когда вас хвалят, когда вам делают комплименты. Яркий такой голос, слышно вас всегда в толпе, видно вас. Вы любите, когда вас замечают, когда на вас обращают внимание. Возможно, здесь может быть даже вот в прошлом недостаточно внимания. И вот сейчас вы пытаетесь это восполнить. Может быть, сами того даже не понимаю, но вот есть такое привлечение к себе внимания. И здесь может это идти, да, что-то с детства. Да, здесь, может быть, в детстве вы были неприметные, но вот сейчас вы вот как-то или самовыражаетесь, может быть, даже, да, момент такого стать популярным, известным, видимым. Или же, да, здесь еще может проходить такие люди, которые хотят добиться чего-то такого в жизни, когда после себя что-то остается, да, это возможно даже и получить какое-то призвание ради, например, какого-то дела. Вы хотите что-то осуществить, такое великое, я бы сказала. Может быть, даже написать книгу. И здесь еще показывают, что вы сейчас находитесь на пике чего-то. Вот определенно здесь что-то такое уже есть, да, и оно может даже вам как-то внутри, да, подсказывает, что вот это вот твой путь, например, или же это твое. Делай, продолжай, вот что-то такого. Может быть, да, вам напоминают об этом, говорит кто-то, да, может, намеками даже как-то. И вот у человека здесь, я бы сказала, здесь еще и чувство юмора присутствует. Здесь могут быть люди, например, которые сами любят юмор и сами пошутить. Может быть, ваше призвание даже вот юмор какой-то. Здесь еще, знаете, вы человек, который вот, например, если вы блогер, да, вот здесь или сцена, то есть на сцене определенно один человек, в жизни он другой. Вот есть что-то такое. Здесь на самом деле или актерское искусство может быть для вас. Можете даже вот вы быть похожи на какую-то известную личность, которая может быть певец или актер из какого-то фильма, актриса. Знаете, у вас еще такое есть чувство, что что-то не получится, да, какое-то сомнение может быть. Также здесь, знаете, вы человек, вот есть у вас дело, например, любимое дело, вы ним занимаетесь, но вот когда у вас именно чувственная среда потухает, да, или же происходит конфликт с кем-то, или какие-то такие жизненные ситуации, вот вас как, знаете, вы закрываетесь, и вы не хотите ни с кем не разговаривать, не слышать, притом, знаете, вас могут называть даже, да, вот, или где-то поощрять, вот вы великая, да, давай продолжай, делай, у тебя получается, и у вас получается все, но вот личная жизнь, да, вот как-то может быть связана с вашими, например, если какие-то пробои, да, в личной жизни, паузами также и в вашей деятельности. То есть это может быть личная жизнь, вернее, личная жизнь влиять на вашу деятельность. Вы не любите что-то делать без эмоций. Здесь очень много у человека энергии, здесь жизненная энергия сильная. Здесь по себе человек такой внутренний, имеет стержень, силу воли. Но вот именно что касается чувств, иногда эта сфера у вас вот, знаете, пробивает вас, даже может быть на слезы.
или на депрессию. Сейчас вы можете быть чем-то недовольны, быть в расстроенных каких-то чувствах, находясь. И у меня почему-то больше сюда складываются какие-то отношения. Здесь даже, знаете, могут быть такие отношения, которые уже что-то претерпевают. Вот вы как на выходе из чего-то. Это может быть даже и рабочий коллектив, на выходе из рабочего коллектива. То есть, может быть, уходить откуда-то собираетесь, или покидать страну, или город, да, а может быть и человека. Что касаемо партнерства, любви. Вас что-то гложет, давит. Знаете, вы человек устремленный к своей цели. Вы к ней идете и идете правильно. Вы направляетесь туда, где вас что-то будет защищать. Не кто-то, а что-то. Скорее всего, это какой-то ресурс. Да, это дело идет о безопасности. И здесь еще, знаете, вы добиваетесь вот с самого раннего, может, даже уже детства, да, пытаетесь добиться первого места или быть самой наилучшей из наилучших. Здесь могут быть тоже, даже и отличники. Здесь присутствует в вас и скорость. Здесь в человеке есть... У вас, знаете, вот у вас ничего не стоит на месте. У вас все должно работать, все должно двигаться. То есть вы не любите, скорее всего, да, находиться там, где вот тихое, размеренное место. Вот вам постоянно нужно движение, это город, это суета, социальность, где жизнь кипит, да, вот туда. Также здесь показывает человека, который любит находиться в компании, живое общение, за живое общение, а не переписки. Вы человек, который, знаете, вы еще подаете какие-то идеи. Кому-то вы подаете идеи. Да и в принципе здесь человек может генерировать какие-то идеи новые. Также, может быть, быстро переобуваетесь и идете. И есть такая внезапность, резкость. Возможно, даже вы вот кого-то, бывает, шокируете. Или сами, знаете, сидели себе, сидели, встали и побежали. Вы несете на себе какой-то груз на сегодняшний день. Но вы от этого оторветесь, уйдете. Здесь даже, я бы сказала, хочется, не хочется, здесь приходится. А вам не хочется. Притом, знаете, вот здесь воздастся вам за ваш какой-то труд или за ваше какое-то вот именно нелегкое что-то. Нелегкое положение. Или даже, вот знаете, трудитесь очень тяжело, сложно, с натяжкой идет, да. Можете даже болеть, но трудиться, делать что-то. И вам это воздастся, вы получите. Для людей вы такая особо... Знаете, люди, что думают вот здесь, что вы что проецируете во внешнее, или это неправда, или вы что-то не договариваете. Притом вас рады видеть, с вами хотят общаться, с вами интересно пообщаться, поговорить даже по душам, поделиться чем-то. Но вот вы не особо о себе рассказываете, может быть. О чем угодно, но вот что касается вашего личного, это вот старается быть в тайне, нетронутым. Вы сами, да, разберетесь в своей жизни, поэтому вы никого и не просите помочь вам в чем-то. Притом, знаете, вы еще такой человек, который очень умело умеет скрывать свое настроение. Вот вам плохо внутри, но вы внешне можете улыбаться, проецировать радость, а внутри очень плохо. Здесь касается вам, ну тут мог быть и какой-то удар по вашей вере. Вот вы верили, а вас кто-то обманул.
Здесь может быть треугольник, могут быть любовницы. Также здесь может идти речь вообще в целом о третьих лицах, которые вмешиваются в отношения, которые не желают, возможно, отношений. Это могут также и родители быть. Это могут быть и дети. Да, вот уж кто угодно. Но вот здесь вот как будто бы кто-то сделал очень больно. Здесь это не забывается. Возможно, даже как-то влияет на вашу работоспособность. Притом здесь может еще идти речь о искусственном, знаете, таком... Да не, я не обращаю на это внимания, а вот сама все равно внутри это переживаете. Может быть, даже стресс. Вы не знаете пока сейчас, что делать. Но, понимаете, да, здесь человек, у которого все в порядке с головой, который пытается, вы знаете, ситуацию в любом случае уравновесить, любой конфликт уравновесить. Возможно, даже приходите кому-то на помощь, помочь урегулировать, может быть, даже какие-то личные отношения. Или в целом прояснить ситуацию, разложить все по полочкам. Человек, у которого порядок в голове, в первую очередь, есть какая-то последовательность. Человек такой, знаете, вас показывают. Да, вы выполняете, вот вам сказали четко по плану, вы четко по плану выполните, но вы скорее человек, который будет больше склонен работать на себя. Или хотел бы работать только на себя, не зависеть от кого-то, от начальства. А здесь еще у кого-то может, знаете, как проиграться, что человек работает на себя, но понимает, что лучше бы он работал на начальство. А речь о стабильности. Да, и из-за этого могут происходить какие-то тоже переживания. Переживания, что а вдруг это завтра все закончится. Да, или я обанкрочу, что делать, да? Вот так. Хорошо. Здесь, я бы сказала, у вас в последнее время очень сильно скачет настроение. У кого-то вот и давление, может, у кого-то настроение. И это отражается на вашей вот деятельности, на работе, в принципе, и на людей тоже, да, вот в какой-то части. Это сказывается, может даже вот как переходит, да, у вас что-то болит, хоть вы и улыбаетесь внешне, но на человека, например, да, тоже внутренне что-то переходит. Желудок болит, но вы будете улыбаться. И у человека раз тоже может желудок заболеть. Так, насчет видео про обручальное кольцо я хочу поправиться. На правой руке безымянного пальца носите колечко. Любое колечко, желательно золотое, пусть даже и тонюсенькое колечко, для привлечения в свою жизнь человека для серьезных отношений, для брака. Если вы уже в отношениях находитесь, но вас не устраивают данные отношения, и у вас есть обручальное кольцо от этих отношений, нужно его снять. Можете его переплавить, продать или просто брать в шкатулку и не носить. А на это место другое кольцо одеть. И если уже то колечко новое вами уже ношено, вы можете на одну ночь дать до соли. Кладете и оставляете на ночь. А потом одеваете именно на безымянный палец правой руки. А еще что хотела по поводу кольца уточнить. Забыла даже об этом сказать. Если там присутствует камень александрит, то желательно, чтобы у этого александрита пара. Например, это серьги, кулончик, потому что данный камень является разлучником, когда он в одиночестве, человек в одиночестве. Кактусы являются растениями одиночества. Так, смотрим дальше. Здесь показывают ваш путь, вашу дорогу куда-то. Притом это в казенный дом. Тут же показывают семью. Это может быть даже семейная поездка. Да? Чужой дом, другой дом. Куда-то вы отправитесь. У кого-то здесь, знаете, вот даже будет такой момент, что вам хочется отправиться туда одной, но надо с семьей. Да, или с детьми ехать. Но хочется съездить одной. Вот у кого-то встанет вопрос насчет такого положения дел.
Может, вы не хотите тратить лишние деньги на, да, например, на дорогу или еще вот как-то, и вынуждены, или детям нужно в садик, а вам нужно ехать, вот как-то так, да, может сложиться, в школу и куда угодно. То есть так может быть. Но вижу дорога с кем-то, хотя в душе такое желание, да, поехать одной. У кого-то будет желание вообще в целом вырваться из дома. Притом, знаете, у вас что-то накопилось, вот какой-то груз, да, и вам хочется снять. Возможно, даже стресс или стрессовые ситуации. Может быть, вы работаете в зоне стресса, да, и вам хочется вот от всего отвязаться и вот как освободиться, да, и вот куда-то поехать, пойти. Да, здесь может тоже быть и дорога, хотя в большей степени здесь проигрывается именно поездка, что вы куда-то поедете, отправляетесь. Может, даже и к родственникам. Знаете, хочешь не хочешь, да, вам приходится человек идет к вам навстречу, или человек пытается как-то возобновить отношения, возможно, или пытаться с вами как-то общаться, вывести вас на какой-то диалог, а вы не хотите. И вот знаете, может быть, даже вам человек противен или омерзителен, да, такое тоже может быть, или я с тобой вообще не разговариваю и так далее. Но здесь идет речь о том, что мужчина скажет вам важные вещи, да, которые не будут касаться именно как-то вас обидеть, они вам нужны вот как ключики. А этот ключик у него, да, например, у этого мужчины, с которым вы не хотите общаться. Это, кстати, может быть и женщина с такой сильной, мощной энергией, скорее всего, даже телец, козерог или дева женщина тоже может быть, да, у кого-то проиграться. Может быть, это начальница ваша, да, или коллега, или знакомая. Но вам, знаете, вы не особо... Тут больше проигрывает, конечно, мужчина, но здесь может и женщина с мужскими энергиями. И вы вот знаете, как с одной стороны отвернуты, или она или он что-то говорит, но вы не слушаете. А как брезгаете даже брать информацию от этого человека. Брезгаете, да, слово. И вот, знаете, а надо бы послушать, или надо бы принять информацию от этого человека. Это важно для вас. Это вам нужно. Это ваш ответ на ваш вопрос, да, или вы в этой информации нуждаетесь. Притом данная информация даст вам силу, даст вам какую-то энергию, даст вам, может, даже, знаете, как возьмем перспективу, да, на что-то, или решить что-то важное, а вам это надо. Без этой информации вы бы не решили это. То есть здесь не нужно ссориться, не нужно ругаться, не нужно... Слушайте все, да, а ваше дело брать эту информацию или нет, но вы вот знаете, как вам говорят, а вы назло не хотите слушать, может, даже, потому что вы терпеть не можете этого человека, вот так. У кого-то может, знаете, даже быть вот человек, чужой тоже человек, который говорит вам, или, да, это не муж может, например, быть, это сторонний. Но вот он что-то говорит, а вы его вот фу, да, вот, или отойди, или мне неприятно, вот какое-то такое. Но он несет в себе информацию, притом эта информация идет от высших сил. Здесь вот поставлен какой-то знак, или вы, может быть, сделали запрос во Вселенную, о чем-то просили, вот через этого человека, которого вы видеть не хотите или слышать не хотите, вот как раз-таки идет информация. Золото всегда лежит там, да, где мы его не замечаем. Это, знаете, ваши шансы. Это ваши шансы на приобретение чего-то или на получение каких-то ресурсов, причем не маленьких, императрица. Но у вас, знаете, такое, вот я этого человека знаю,
например, да, или он лжец, или он бабник, там я его ненавижу, видеть не хочу, или еще что-то, да, вот, или уже был с ним какой-то опыт, и я уже не верю, но определенно информацию послушайте, это для вас, я бы даже сказала, не просто важно, а для вас это выгодно. Притом, да, здесь может, кстати, и любовная тема быть, человек вас очень любит, и я бы сказала, возносит, да, что вы самая красивая. Замены вам нету, то есть никто в подметке вам не годится. Здесь даже есть чувство такое, что он даже вами, этот человек, хвалится кому-то, да, или о вас такого мнения, что вы какая-то вот звезда, просто легенда, или же вы яркая такая вот женщина. Могут быть просто идти разговоры тоже о вас. Но послушайте данного человека, хоть он вам и неприятен. Кстати, здесь у кого-то идет какая-то романтическая встреча, может быть, свидание, да, с этого начнется. И здесь еще, знаете, вот когда в знакомствах знакомишься, и там происходит вот этот матч, да, когда все, вот пара сошлась, да, и вы поставили лайк, он вам взаимно поставил лайк, все, это матч. Эта пара сошлась. И вот здесь в вашей жизни такой же матч произойдет, да, то есть вы с кем-то идете или на свидание, или вы с кем-то заводите какой-то диалог, и все, и получается здесь пара, да, или оба два в друг друга влюбились. Здесь могут начаться какие-то отношения, причем я бы сказала, такого серьезного характера или, да, может быть, с перспективой на что-то серьезное. И вам придется подумать и взвесить. Притом, знаете, у вас есть какие-то гештальты из прошлого, которые на сегодняшний день еще актуальны, которые стоит закрыть. Или, возможно, даже, вы знаете, как отпустить что-то, да, или кого-то. Может быть, вы даже держитесь за что-то материальное или за какого-то человека. И сами от этого страдаете, да, здесь есть страдания какие-то или переживания. Может, даже, да, вы не можете понять вообще, что делать. Знаете, начнется такое, что вот как будто бы все настроились против вас, подговорили друг друга, да, вам будет казаться, что все враги. Здесь ситуация идет из того, что от вас идет такая энергия, когда вы сами себя вот на что-то настроили, да, и вам реально будет казаться, это только вот, хочется сказать слово, вам только кажется, что это враги. На самом деле, посмотрите под другим углом. Все не так-то плохо, да, и здесь еще может так, что вы воспринимаете людей, вот, например, ошибочно. Вот здесь информация идет о том, что, например, вы на кого-то что-то плохое думаете, что, да, этот человек плохой. На самом деле он не является, вот как раз-таки на того, о ком вы думаете хороший, является вот врагом. Так может быть. То есть вы не попали, да, в десяточку. У вас тут даже не закрадывается сомнение, есть вот такая уверенность, что вот он плохой, да, а вот этот хороший, а это все наоборот. Возможно, здесь, да, у кого-то может быть даже свидание, и у вас будут какие-то ассоциации после фотографии, например, да, человека. Вот вы переписываетесь с кем-то, и вы захотите посмотреть аккаунт человека. И у вас вот возникнут сомнения, что он какой-то такой сякой, плохой. А вот этот хороший, а все может оказаться наоборот. Здесь даже, знаете, чего может касаться? Каких-то предметов. Вот вы выбираете что-то среди чего-то, и оно вот кажется вот это классным, а вот это не классным. И вот как раз это будет, может, опять-таки, мнение изменится. Это наоборот. Вот это классное, нежели это. Понимаете?
Здесь показывает, что вот как чирь, да, наружу вырывается и в итоге вырвется посредством мази Вишневской. Ну, это я так. Именно что-то вылезет наружу. Какая-то тайна, какие-то разговоры. Я бы сказала, даже, может быть, слухи, сплетни. Слухи скорее, да, что через эти слухи вылазит тайна. Это касаться может даже у кого-то, вы знаете, кто-то узнает, что мужчина изменяет. Или узнает, что мужчина обманывает в чем-то. Или кто-то вас обманывает. Вас повергнет даже в шок что-то, узнавшее. Здесь вы, знаете, почувствуете себя в какой-то степени, как будто бы надо мной издеваются и смеются. Да, вот подвесили за ножки, стоят и смеются. Здесь может быть момент даже предательства. Вы узнаете об измене, об обмане каком-то. Ну, в целом, предательство. Это может даже вот как вас подставил коллега по работе, предал вас. Притом, знаете, вот человек такой, серая мышка. Вот такой вот человек. Сами того, вы будете в шоке, как вот такой человек мог меня предать, или как он посмел. Он же мне, да, золотые горы обещал. Или же, да, этот человек был такой нейтральный или хороший ко мне. И вот так вот сделал. У вас даже будет такое некое несогласие в голове. И у меня тут такое чувство, что кто-то как будто бы в вашу жизнь вмешивается. Или третьи лица, или конкретно в вашу жизнь. Если вы одинокий человек, что в вашу жизнь кто-то лезет, просматривает, может, вас даже на картах. Человек, который, знаете, вот как-то соприкасается с эзотерикой, с какими-то практиками, ритуалами. Знаете, и момент такого накопительства каких-то благ, вот тоже пользуясь какими-то ритуалами. Он в это верит, он делает это. И, возможно, тоже как-то может негативно влиять на вас. А возможно, даже, да, здесь еще такая ситуация проигрывается, что правда вскроется через человека, ну, вот, знаете, который видит, который чувствует, который считывает информацию. Это тарологи, например, медиумы. Вам захочется услышать информацию. Возможно, даже, может быть, вы запишетесь куда-то на консультацию, да, к тарологу или к медиуму, неважно, захотите чего-то увидеть. И у вас на что-то очень широко, я бы так сказала, откроются глаза. Вам следует избегать почему-то сейчас внимания к себе. У вас есть внимание к вам. Человека со светлыми глазами. Притом, знаете, вот как будто бы этот человек смотрит на вас, вы идете, а потом раз и спотыкаетесь. Такое чувство, да, вот какая-то энергия, может быть, даже энергия влияния на вас. Или вот есть гипноз еще, да, когда человек вводит под гипноз других людей. Часто гипнозом пользуются в паре. Подходят двое, да, и гипнотизируют. Бывает, да, кто-то в одиночку. Вот кто-то один на вас воздействует. Именно влияние идет, да, чтобы вы были, хочется сказать слово, покорны, или делали так, или сделали так, как в угоду этому человеку. Но есть такая пелена. Здесь может присутствовать какое-то, на самом деле, знаете, не просто воздействие, когда вы выполняете, сами того не понимая, почему вы это делаете. Слушайте этого человека.
события ближайших месяцев. Вы знаете, кто-то не хочет на самом деле каких-то ваших побед, достижений. Кого-то это может выбешивать, или кто-то может вам очень сильно завидовать, пытаться даже вот на фоне зависти, да, втыкать вам палки в колеса. Притом, знаете, вот как я бы сказала, переход следующей карты, да, это уже 11 после 10. И мы здесь можем сказать, что будет какой-то определенный прорыв или разорвется какая-то связь с этим человеком, да, или прервется то, как он воздействует на вас. Вот он пытается воздействовать, проводит практики, ритуалы или что-то, да, может даже цепляется как-то за вас. Но вот это вот все прервется. Потому что здесь дальше выходит колесница и 9 пентаклей. Это могут быть заработки, это могут быть поступления каких-то средств, которые вы захотите использовать или потратить на красоту, на обновление чего-то. Возможно, даже, да, это может быть и хирургическое вмешательство, и просто, да, посещение салона, подстричь кончики волос, может быть, перекрасить, сделать себе маникюр, педикюр, ну что угодно может быть. А у кого-то просто вот имидж, да, пойти купить себе одежки. Какая-то радость будет. Я же говорю, после 10 мечей, да, это страшная карта, это, возможно, даже и болезнь какая-то быть, или долгая затяжная. Но, опять-таки, после дождя всегда наступает солнце. И вот здесь именно показывают, вот как возрождение какое-то ваше, или излечение, вы вылечитесь, встанете на ножки, окрепнетесь. Возможно, даже, вот знаете, как вам бы сейчас принимать то, что повышает ваш иммунитет. Вот, кстати, как раз сейчас, да, уже осень, и вот самое время прорабатывать свой вот этот иммунитет. Это могут быть добавки, БАДы, витамины, да, что угодно. Здесь прервется ваше общение с кем-то, связь с кем-то. Здесь вот, знаете, на самом деле вас кто-то или привязывал, это может быть даже с помощью практики. Приворот, да, чтобы ты никуда не ушла, была со мной. Здесь может даже, вот, да, человек безумен на какие-то поступки ради достижения каких-то своих целей. Вот цель остановить вас, или чтобы вы были вместе. И человек готов идти на все, да, ступая по головам. И здесь показывают, что вы оборвете данную связь, или вот резко оборвется. Может быть, даже вы больше не увидите этого человека. Он исчезнет из вашего поля зрения, например, уйдет, уедет. У кого-то может прийти новость, что человек переедет. Вас это в какой-то степени шокирует или удивит. Давайте еще посмотрим события ближайших 3 месяцев. Здесь будут очень хорошие у вас денежные результаты. Не только денежные. Деньги, вот говорят, деньги делают деньги. Вот тут похожая ситуация, что ваши деньги заработают еще денег или приумножатся. Когда вы расстаетесь с деньгами при оплате чего-то, на кассах и так далее, да, можете оставить сдачу и сказать приумножаю, заплатив, да, чаевые, например. Или же платите картой, когда вот только приложили карту, распрощались с деньгами, сразу же скажите приумножаю. Здесь какое-то приумножение идет. Притом здесь показывают большую радость. Это может быть даже
и крупные приобретения. Это может быть приход крупной суммы. Так, да, вот как, вот, например, посылают донат, и иногда приходит прям, да, например, крупная сумма. И ты вот понимаешь, да, вот человек тебе сделал радость, да, человек тебе подарил от души. То есть вот у вас что-то такое идет сюда, когда, ну вот вам, может быть, да, вы привыкли принимать какие-то оплаты, или же, да, через вас проходят деньги. И тут раз вам оставляют чаевые, или же, да, здесь может быть даже такое, что придет важное что-то, письмо, может быть, даже. Опять-таки, если даже это письмо, то здесь опять связано с деньгами. Здесь как-то это влияет на вашу финансовую сторону. Здесь прорыв, денежный прорыв. Чтобы получать много, вам нужно изменить свое поведение в плане денег. Вы, возможно, экономить можете, не балуете, да, особо. Идет такое, что вот как будто бы женщина купила наряд, который ей, вот, знаете, пришелся по вкусу, подошел ей, сел вот как прям, да, тютелька в тютельку. Вот даже приобретение какого-то наряда влияет на вас, на ваши деньги, на приток вот этих финансов, на поток, денежный поток ваш. Красное. Здесь даже может быть или это, да, например, одежда, или может быть даже какой-то красный аксессуар. Кстати, красный цвет привлекает не только денежные финансы, он одновременно привлекает любовь. Алый яркий цвет. Не вишневый, да, такой, не черешневый, темный, а вот именно красный, алый. Это может быть даже, да, что угодно. Шарфик красного цвета или именно с вкраплениями этого красного цвета. Не полностью красный. Это вот какие-то элементы красного цвета. Бывает, это испокон веков, я думаю, многие знают об этом ритуале, когда раньше еще носили парфюмы с собой, знаете, а у них на эти парфюмы вот прям на горлышко завязывали красную ниточку. Маленькие такие парфюмчики. Можно тоже завязать красную ниточку вокруг горлышка, обмотать 3 раза, завязать на 3 узла и носить с собой в сумочке, где угодно, и духариться этими духами. Даже использованные духи, вот вы нашли, у вас нет, например, да, возможности или времени приобретать там где-то духи, бегать, и у вас вот на полочке стоят духи, маленькие как раз, например, да, вы можете даже и использованные духи взять. Но здесь вот что-то такое алое. Алое несет в себе здесь для вас финансовые возможности, деньги, приток денег, приумножение денег. Это так же, как и ритуал с этими чеками тоже, да, на приумножение денег, на возвращение финансовых затрат. Вот у вас что-то в таком роде. Я бы даже рекомендовала просто взять какой-нибудь маленький флакончик, пусть и новый, пусть и старенький, да, но где есть духи. И вот именно на горлышко этих духов 3 раза. Обмотайте 1, 2, 3 и 3 раза завяжите. И носите с собой. Этими духами очень полезно духариться. Поэтому так. Не обязательно это должен быть настоящий парфюм. В целом, да, это может быть даже и парфюмированная вода. Кстати, бывает, и духи заговаривают на удачу, на успех, на здоровье и так далее. Вот смотрите, здесь события ближайших 3 месяцев сразу же, да, тут показывают ваши изменения и трансформацию. Вот даже в течение 3 месяцев это будет постоянно происходить, постоянно что-то будет в вашей жизни меняться. Момент перемен каких-то, момент перемен вас. Но, смотрите, о вас будут отзываться негативно. Это не говорит о том, что вы что-то не так сделали, да, сразу начинать
Вот здесь показывает женщину, которая может, да, или мужчина, кто смотрит, думать, что я что-то не так делаю, и все думают, что я такая сякая. На самом деле здесь идет все от зависти. Причем, знаете, такая ядовитая зависть. Человек готов сожрать просто. Просто душится, да, от этой зависти. Здесь даже может быть вот здесь вот идет, да, именно момент того, что вы достигаете чего-то, и вот человек это видит, человек это замечает, возможно, даже кому-то рассказывает, и вот как информация коверкается. Коверкание даже идет вашей внешности. Говорят за вашу внешность, обсуждают очень много. Сплетники. Знаете, вот люди в положительном всегда найдут негативное. Или будут ковырять для того, чтобы это стало негативным. Был себе прыщик, но расковыряли до того, что, да, образовалась раковая опухоль. Вот до такой степени здесь вот как обгладывают косточки, да, или перемывают косточки, вот хочется так сказать. За какие-то ваши заслуги, победы и, вы знаете, какие-то ваши изменения. Вы очень сильно поменялись, поэтому люди с этим не согласны. Они привыкли, например, к чему-то обыденному, да, вот вы такая и такая, но тут у вас что-то или появляется, или приобретается, возможно, даже это может быть к себе привлечет ваш новый наряд или ваша какая-то покупка, о которой они знают. И вот здесь вот как дотошно аж, до тошноты, вернее. Вам нужно смотреть в другую сторону. Здесь не стоит обращать внимание. Здесь есть другие люди, вот посмотрите, которые к вам тянутся. Но вы находитесь вот как, знаете, мне никого не надо, я сама. Да, есть люди, которые готовы вам помочь или быть с вами, возможно, даже по вашим интересам эти люди, но с вами кто-то не тот, не те, вот именно подлые какие-то. И здесь еще может даже проигрываться, что смотрят, например, на ваши фото, да, и обсуждают это. Здесь ваши отношения, возможно, к ним изменятся очень сильно. Возможно, даже прекращение общения. Или, да, если это коллектив, здесь вот как будто бы вы расстаетесь с этим коллективом по башне. У кого-то вообще взаимодействие окончательно заканчивается. У вас терпение лопнет от чего-то. Себя винить не надо. Пусть они себя винят сами. Хотя они на это не способны, они обвиняют только других. Уходите, смотрите в другую сторону. Около вас есть другие люди, которые о вас очень хорошо отзываются. Здесь показывают, смотрите, если вы откуда-то уйдете, да, вот человек о вас очень много, какой-то мужчина может думать. Возможно, даже проявление помощи какой-то будет. Или даже в целом, если вот какой-то, извиняюсь, крысиный коллектив, да, появится человек, который вас защитит, может быть. Но рано или поздно вы оставите коллектив или эту компанию людей, каких-то негативных. Знаете, им так интересны ваши финансовые какие-то достижения. Тут разговоры о финансах, о том, вот знаете, сколько вы зарабатываете, куда вы тратите, зачем вы это купили. Вот как будто бы они на свое это тратят. Не нужно, здесь показывают, сомневаться в себе, потому что здесь показывают женщину, у которой есть все. Самодостаточность, ум, интеллект, разум в первую очередь. Да, у вас, как я говорила, все в порядке. У вас трансформация, у вас изменения, у вас меняется жизнь, к вам идут какие-то перемены. Но из-за кого-то, да, чтобы, например, чтобы меня не обсуждали, лучше я оденусь поскромнее. Да, а не то, что мне нравится, мне идет, и из-за этого вызывать в людях зависть. Если вам это нравится, вам в этом удобно, ходите.
Да, потому что вы процветающая женщина, женщина, у которой, знаете, все ладится, клеится, вас уважают как сотрудника. Но вот это вот, кстати, и бесит. И плюс вы еще получаете какие-то премии, бонусы, может быть, свыше, да, или же получаете чего-то больше. Муж у вас богатый, да, или машина у вас дорогая, или у вас там дом есть еще загородный, или у вас вы приобрели этот дом. То есть куда вам столько солить, что ли, да? И вот и началось, и понесло. У людей всегда найдется причина именно достать, а достают всегда тех, кто на много раз впереди них. Вам нужно придерживаться своей планки, своего роста. У вас еще будет, кстати, рост финансов. Притом то зерно, которое вы посеяли, обязательно взойдет. Не нужно его вырывать из земли. Какое-то зерно даст всходы. Смотрим дальше события ближайших 3 месяцев. Слушайте, сегодня целый расклад от мужчины выходит. У вас вот где-то пасет какой-то мужик, и притом, знаете, не дает прохода. Даже в интернете не дает прохода, понимаете? Смотрит за вами. Здесь ведется не просто наблюдение, здесь вот как будто человек что-то сверяет. Но здесь есть момент каких-то эмоций по отношению к вам. Притом, знаете, у человека вот закрадываются мысли такие, что может быть, даже, слушайте, ваш муж за вами следит. Но тут закрадываются мысли, что мы можем быть лучшей семьей, да, или я не найду такого человека, как она. Здесь человек оценит какие-то семейные ценности вот эти, да, что для семьи важно. Он для себя что-то вот начинает понимать. А у кого-то, да, здесь кто одинок, может проигрываться, что с вами можно построить классную семью. Что вы человек, на которого можно надеяться, целеустремленный, надежный. Притом, знаете, с вами можно преуспеть еще в чем-то. Вы человек, который дает энергию. Та женщина, которая дает энергию. Та женщина, с которой, да, я себя чувствую мужиком. Я могу к ней проявляться, да, я чувствую в ней вот эти женские энергии, притом у вас мужские энергии. Первый же у нас вышел король жезловый, помните, на портрете? У вас мужские энергии, но это покрывает именно вот внешняя оболочка ваша, да, такая женщина-женщина. Никогда не скажешь, что она может по столу стукнуть, да. Вы можете внешне казаться нежнятиной, но вы умеете, понимаете, стукнуть по столу и борзо сказать. Вот так. Или послать. Облить матами. Или осыпать. Не то чтобы матами, да, но вот вы можете вот эту твердость применить. Особенно, когда на вас нападают, или если вам что-то нужно, вы будете в дверь стучать и во все двери стучать, ломиться. Вот такая, когда вам реально что-то нужно. Не так, что бросить на самотек. Вы человек, который, вот если я поставила цель, я ее добьюсь, вот, буду стучать во все двери, в колокола бить и так далее, сирену включу, но я добьюсь. Здесь разговор идет еще, не разговор, вернее, здесь проигрывается так, что человек видит, что, знаете, в вас можно инвестировать, в вас можно вкладываться, вам можно, знаете, и ухаживать за вами, и, да, надеяться с вами на какое-то будущее. То есть с вами можно простроить крепкую семью. Вы не куда-то там ускользнете, вы не будете одному, второму, третьему строить глазки где-то, да. Вот человек имеет какую-то у вас стопроцентную информацию или очень хорошо вас знает, да, вот как-то он уверен в вас. А у кого-то, да, именно момент прихода такого человека в вашу жизнь, скорее всего, телец, козерог или дева. Но здесь вот такой человек, который умеет деньги считать, который несет вклад в семью, все тащит такой домой, работяга. Знаете, ему время нипочем. Вот человек пашет, как Стив Джобс. Работает. И все в дом, все в дом.
Но здесь я говорю, у вас есть другая сторона медали, когда я все сама, не надо. Да, или же тут еще могло быть, что человек вам проявлялся, но вот вы как-то, знаете, не восприняли серьезно человека, не обратили на него как-то особого внимания, но человек постоянно к вам проявляет какие-то эмоции. Особенно вот на сегодняшний день, что касается, да, человек проявляет к вам какую-то симпатию и эмоции. Но вы можете или не обращать внимания, или да, вот человек вам не интересен. Не интересен. Может быть, вы еще рассматриваете какие-то перспективы, да, тоже, но не видите в нем какого-то перспективного будущего или в принципе в целом, да, что мы будем вместе с этим человеком. Вы нет, а он да. Вы знаете, вот вы покрыты, например, чем-то вкусной карамелькой, да, а внутри красный перец острый. Вот есть у вас такая перчинка. Вот, и вы знаете, чем цепляется? Здесь момент такой, когда женщина, она то появляется, да, то исчезает. Хотя мы говорим, да, человек о вас думает, что вы постоянные, но это не о том речь, да, вы постоянный как женщина, но вы можете именно в отношениях давать вот какого-то такого красного перчика паленого, да, горького. И вот это заводит, и это как будто бы скрепляет отношения, или мужчина больше в вас влюбляется, вот как-то так. Притом вы такая еще человек, который умеет генерировать какие-то идеи на что-то, да, с вами не скучно будет, с вами не занудишь. И при этом с вами хочет тоже что-то делать или вкладываться в вас. Но что-то бы хотел, да, с вами совместно делать или совместно с вами работать, вот как-то так, или поближе к вам сидеть, если это коллега по работе. Но в конце-то концов, да, свадьба, пир на весь мир, вот это вот. Он говорит, что вы на что-то согласитесь. Почему-то у него такая уверенность, что вы на что-то пойдете. Возможно, даже, да, если человек вам предложит замужество, давай выходи за меня, вы согласитесь. У вас еще какая-то боль из прошлого, она не прошла. И пока она не пройдет, вы не откроете глаза на этого человека. Да отпустите вы это прошлое. Прошлое, но в прошлом. Оставьте его. Не терзайте себя и не рушьте, не разрушайте, да, свое будущее. О себе думайте, о себе, а не какой-то сволочи, там, которая вас когда-то обидела, да, или изменил, или предал кто. Об этом не думайте, потому что оно останавливает будущее, понимаете? Или не дает войти чему-то важному в вашу жизнь, чего вы хотите, ради какой-то, извиняюсь, поганки. Слушайте, этот мужчина боится в какой-то степени вашего, вот ее нельзя злить, да. Вы вот являетесь... Есть что-то такое, что замечает, что вы активная, но вот в этой активности он замечает какую-то вспыльчивость. И вы знаете, что ему страшно, так это вашей вспыльчивости, что вы психанете, а на эмоциях именно вашего такого возбужденного состояния, да, когда вы психанули, вы в чем-то можете ему отказать или вот как-то, да, сказать нет. Поэтому человек или выжидает моменты, когда у вас хорошее настроение и подходит к вам. Возможно, между вами уже есть общение, да, вы знакомы с этим человеком. У кого-то может элементарно проиграться муж, который готов сохранить эти отношения. Но здесь момент такой, что-то его осенило, да, или вот какая-то ситуация ему показала на то, что держись за свою семью, да, семья это важно. Может быть, человек услышал, дошло до него что-то, да, какую-то информацию, может быть, даже через интернет. Рассветило, как говорят чехи, рассветило в голове. Вот тут у него, может, и рассветило что-то. Да, человек вот всеми руками и ногами за вас.
Это даже может быть, знаете, муж-клещ, вот который вцепился и никому не дам. Но при том, да, нет такого, что и мне не надо, но никому не дам. Ему надо, вы ему нужны. Без вас никак. Без вас неинтересно. Вы именно даете такие эмоции, которые не может дать ни одна женщина. Он себя с другими женщинами чувствует пусто, да, или все вот как пресная вода, понимаете? А с вами именно вот какие-то оттенки, именно вкус к жизни. Он ждет какие-то деньги или какой-то своей популярности. Также у него в желании есть именно прожить с вами до старости, до конца дней. Он хочет прожить с той женщиной, да, которой можно доверять. Есть большое желание прожить с вами до конца эту жизнь. Человек готов даже, знаете, вот хочет вас как-то баловать чем-то. Это может даже покупки или внешне это одежда, аксессуары, что-то связанное с красотой. Вкладываться в вас. Да, полностью. Даже закрывать какие-то ваши счета. Может быть, да, знаете, вот у вас есть какая-то, может, проблема, например, да, решить эту проблему с помощью финансов. У мужчины есть деньги, у мужчины есть ресурсы, у мужчины, даже я бы сказала, есть большие какие-то денежные перспективы. Но этот человек, кстати, постоянно, возможно, находится в работе. Зарабатывать. Он любит жить хорошо. Любит жить хорошо. Я бы сказала, даже на широкую ногу, да, или человек любит еще путешествия. Слегка полноватенький, возможно, у мужчины есть животик, бородка, да, или щетинка. Ну, не дурачок, но вот знаете, есть что вот такое неприятное, я вам скажу, занудство такое, или 100 раз одно и то же повторять, как маленькому ребенку. Притом, да, человек может быть таким консервативным или требовательным, есть в нем такое, что со временем, честно, начинает доставать. Но я вам скажу так, что любовь или доверие к нему будет проявляться у вас со временем, так, по чуть-чуть, не сразу. Или даже могут быть отношения какие-то медленные. Вы будете, знаете, вот хочется сказать слово раскусывать или перепроверять, да, возможно, даже может, да, у кого-то здесь закрасться какое-то сомнение, может быть, да, это не мой тип или он такой-сякой. Здесь человек кармический партнер, здесь человек посланник по судьбе, здесь с человеком пройдены или будут пройдены какие-то уроки, притом какие-то ваши будут достижения с этим человеком, вы чего-то добьетесь в этой жизни окончательно и навсегда. Даже, да, у вас может быть появиться новая профессия, новая деятельность, но с которой останется с вами на всю вашу жизнь через данного человека. Человек несет в себе для вас еще больше каких-то ресурсов. У вас их и так будет много, да, а здесь еще больше через мужчину. Кстати, человек даже может вам в чем-то помочь продвинуться. Даже ничего не делая, но при том, когда он будет рядом, у вас будет именно та самая энергия, которую он будет давать, что вы продвинетесь далеко. Здесь может даже быть слава, и не просто слава, да, здесь мировая может быть слава, успех в вашей деятельности, да, это может быть даже интернет-успех, да, в интернете вы будете известны и успешны. Но здесь вы с ним, я вам сразу говорю, здесь вы с ним смягчитесь. Вот это вам прям нужно.
Именно искренне смягчитесь внутри, как женщина. Не будете одевать эту маску внешне, я такая нежнятина, а внутри хомятина. Нет, тут именно, когда и внутри вы размягчаетесь, да, мужчина привез, мужчина отвез, открыл дверь, знаете, усадил, покормил, вот так вот. Возможно, еще у кого-то такие отношения могут быть, что он будет для вас как отец, да, такой заботливый, вот так вот. Слушайте, и ваши отношения пойдут в ход обсуждений. Ну а как же? А как же? Вас нельзя не обсудить. Я говорю, вас очень много обсуждают, а тем более еще больше будут обсуждать, потому что здесь какой-то грядет успех вашей деятельности еще, да, или о вас узнают не только все остальные, но и те, да, кто, возможно, вас обсуждают или где-то увидят. Плевать хотела, да, идите за своим. Не бойтесь, идите. Вас будет еще больше. Тем более это ваш шанс, да, это, может быть, даже была ваша когда-то цель. Или, возможно, еще вот это ваше направление, да, что это заложено вот высшими силами. Ваше какое-то направление, да, миссия, например. Собаки лают, караван идет. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.